Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на апрель 2026 года для скорпионов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогноз на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает скорпионов в апреле 2026 года. 2 апреля будет полнолуние в вашем 11 доме гороскопа. 11 дом – это один из самых приятных домов гороскопа, дом наград, дом достижений, подарков, исполнения желаний, целей и счетов еще, сообществ, накоплений. И полнолуние в 11 доме гороскопа может означать вот закрытие какой-то цели, получение какого-то подарка, исполнение какого-то желания, в том числе переоформление счета, ну и закрытие, например, счета, выход из какого-то сообщества, разрешение какой-то ситуации, связанной с друзьями и так далее. А со 2 апреля по 11 мая Марс зайдет в ваш 5-й дом гороскопа. Марс – это управитель всего вашего гороскопа, главная для вас планета, и там, где находится Марс, там находится фокус ваш в этот период времени. 5-й дом гороскопа – дом романтики, влюбленности, развлечений, различных мероприятий, детей, обучения, проектов, творчества. И получается, что вы туда, вот в эту тему будете направлены. То есть, если у вас есть дети, будете направлены на то, чтобы уделять внимание больше детям, либо как-то вот активничать в сторону детей. Если вы учитесь, то больше сил направлять в учебу. А если вы не учитесь, у вас нет детей, то, возможно, на то, чтобы куда-то на какое-то мероприятие отправиться. Транзит Марса по 5-му дому гороскопа – это еще и периоды очень сильных эмоций в вашей жизни. Когда Марс идет по 5-му дому гороскопа, мы в какой-то... То есть что-то в нашей жизни происходит, что заставляет нас очень сильно эмоционировать. Эти эмоции могут быть как положительные, так и отрицательные, но они будут сильными и яркими. И может быть такое, что вы посещаете, допустим, какое-то спортивное мероприятие, стадион, на какой-то матч попадаете, где вот выплескиваете свою энергию, либо вы попадаете на какой-то концерт, либо вам сообщают какую-то новость, которая вот дает эмоции через край. Такое. Помимо этого, 5-й дом – это дом влюбленности, и когда Марс идет по 5-му дому гороскопа, тоже может быть такое, что вы можете быть очень ревнивы в этот период времени. Ревнивы, нетерпимы к своим вторым половинкам, к своим любимым людям. Но и к детям тоже нетерпимость может быть, то есть желание там давай быстрее, что ты копаешься, там еще что-то ты там делаешь долго и так далее. Но в целом транзит Марса по 5-му дому гороскопа для вас это такой весьма удачный транзит, он повышает, дает возможность воспользоваться какой-то хорошей кармой из прошлой жизни, какие-то бонусы получить. Помимо этого могут быть еще события такого соревновательного характера, то есть давать какие-то экзамены вступительные, а еще проходить медицинские осмотры, например, для учебы или для того, чтобы поехать куда-то на отдых. И если есть дети, то дети тоже могут сдавать какие-то экзамены, либо с детьми, может быть, нужно будет ходить по поликлиникам различным, чтобы там тоже, допустим, взять справку, подготовиться к чему-то и так далее. С 10 апреля по 30 апреля в ваш 5-й дом гороскопа зайдет Меркурий. И транзит Меркурия по 5-му дому гороскопа – это транзит такой тоже ваши планы, ваши цели, тоже вот все в этом 5-м доме гороскопа. Это много читать, много обсуждать, много писать на тему детей, творчества, деторождения, обучения, влюбленности, может быть, романов. Это могут быть любовные переписки, это могут быть тайные какие-то романы. Но это точно так же и обсуждение планов по детям, обсуждение планов по учебе, обсуждение планов по организации какого-то отдыха, каких-то мероприятий, то есть к чему-то готовиться.
но могут всплывать какие-то подробности, которые были от вас скрыты, то есть что-то входит в ваши планы, меняет их, да, по отношению вот этих вот тем пятого дома гороскопа. Меркурий указывает на то, что могут выходить наружу какие-то вещи, которые были от вас скрыты, и которые могут менять ваши планы. С 14 апреля по 15 мая в ваш шестой дом гороскопа зайдет Солнце. Солнце для тех скорпионов, кто ищет, например, работу, дает очень хорошие возможности для поиска работы. Особенно, если вы ищете работу, связанную со служением. Это, допустим, госслужба, это медицина, это учитель, это такие сферы, как армия, полиция, милиция, МЧС, чрезвычайные ситуации. То есть вот такие вот сферы – это очень хороший период для того, чтобы находить работу в таких сферах, устраиваться в чиновничью тоже среду. Потом транзит Солнца по шестому дому гороскопа, он в целом проясняет какую-то информацию, связанную с шестым домом гороскопа, то есть с кредитами, с судебными процессами, с делами, связанными со спортом, с лечением. А помимо этого, когда Солнце идет по шестому дому гороскопа, у вас еще будет такая история, как то, что нужно будет, возможно, исправлять, но тут такая история, что вам нужно быть очень аккуратными в работе, если вы работаете очень аккуратными в работе в вашем статусе, потому что вы можете сделать ошибки, которые потом в дальнейшем вам нужно будет исправлять. Сейчас нужно очень аккуратно работать, чтобы не сделать ошибки, которые в дальнейшем нужно будет исправить. Но и сейчас тоже могут выявляться какие-то ошибки, которые нужно исправлять. Помимо этого, в принципе, Солнце, когда идет по шестому дому гороскопа, вы в целом направлены на то, чтобы всем помогать, все для всех делать. То есть такой транзит, когда вы становитесь человеком службы, тем, кто помогает. Звонят там родственники, звонят друзья, знакомые, помоги, приедь, там, сделай еще что-то, и вы начинаете всем помогать. 17 апреля в этом же шестом доме гороскопа будет новолуние. Новолуние в шестом доме гороскопа – это начало чего-то нового по шестому дому, то есть это новая работа, устройство на новую работу, это получение кредита, это начало лечения, это начало службы, опять же, то есть если, допустим, это молодой человек, то он может в армию пойти, если это медсестра, то она может, допустим, или врач может пойти тоже устроиться на какую-то волонтерскую тоже работу. То есть начало служения в том числе. И может быть, допустим, если вы руководитель, нанимаете себе, может быть, какой-то персонал, то это может быть так, что вы какого-то помощника себе нанимаете. Появление питомца у кого-то из скорпионов тоже не исключено в такой период. И с 19 апреля по 14 мая по седьмому дому гороскопа пойдет Венера. Венера будет идти по своему собственному знаку зодиака Телец. Это, в принципе, благоприятно. Транзит Венеры по седьмому дому гороскопа – это период улучшения отношений. То есть скорпионы будут очень сильно заинтересованы личной жизнью. Если вы не в отношениях, то значит вас это будет тема очень сильно триггерить. Если вы в отношениях, то будут такие треволнения в отношениях. Есть указания на разлуки в личной жизни. Но такие как бы не критично, а просто, допустим, каждый занят очень сильно, и при этом вы не можете просто достаточно времени проводить друг с другом. И, возможно, кто-то будет ревновать один другого к работе, да, что ты очень много времени проводишь за работой, не уделяешь мне внимания, мы с тобой очень редко видимся. То есть есть указания на ревность и на то, что хочется очень сильно в отношения погрузиться, но Венера будет давать вот это вот, когда очень много энергии, и это большое количество энергии, фокуса в отношения, оно вызывает такое немножко отторжение. То есть один хочет, второй отторгает. Я не хочу так много отношений, потому что Венера в седьмом доме гороскопа дает желание наслаждаться отношениями. И Марс еще в пятом доме гороскопа дает ревность, поэтому может возникать такое очень сильное чувство собственничества. Это может быть в отношениях с мужем, женой, с парнем, с девушкой, в отношениях с бизнес-партнером, который, например, там вы узнаете, что с кем-то еще там параллельно общается. Отношения с коллегами по работе тоже такого характера могут быть в этот период времени.
но и какие-то крепкие отношения построить тоже можно найти какого-то партнера, какого-то клиента хорошего и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на апрель 2026 года для скорпионов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.